car 1, going to refuel now. Car number 2, Alexei. Check. Car number 3, Sergey. Check. Roadblock. Сейчас будет постоянно эта фраза «roadblock». Если мы перестраиваемся, то первый перестраивается задняя машина, отрезает всю полосу, и туда перестраивается конвой. И обратно точно так же. Есть инструкция у нас вполне там, на 2 или 3 листах. Написано, что брать с собой, как одеваться. Организовано классно, да, то есть это тоже не с первого раза все произошло. Но на данный момент все работает, конечно, как часы уже. 22 конвоя, 110 машин. Ника наш командир. Она киевлянка, но уже лет 5 живет в Нидерландах. Она буквально с первых дней войны начала покупать сначала 1 машину, потом 2 машины, потом 3 машины для того, чтобы передать из Европы в Украину. Конечно, нужен какой-то человек, который на себя берет эту ответственность и всем командует, потому что иначе начинается разброд и шатание. Даже при 4 машинах люди могут там и на 40 минут зависнуть на заправке. Ника крутая. У нас здесь классный конвой. У нас есть 2 европейские машины и 2 американских Форда, которые подарила церковь из штата Огайо. Они позавчера приехали на корабле в контейнерах. Одна из них вчера капризничала с утра и отказывалась заводиться. Прикурили и спокойно поехали. Сегодня волновались немножко с утра, может быть, не заведется. Нет, завелась вообще без проблем. Там такой мощнейший, рычащий американский дизель. Классно, что она высокая, проходимость высокая, по ямам, по всем. Колеса мощные. Это подарок, который приехал из Америки. Довольно круто. We're going now, so we're going to the roundabout. You follow me all the time. Until you are asked to speak, you're silent. In Ukraine, you cannot film military personnel. That is criminal offense. No phones, no cameras, nothing. Okay? We're crossing the border, then we will probably stop at the gas station to the destination when we're going to, and then we go to Lviv. Yes, you can. Nice. Было все. Севшие батарейки, сломанные генераторы, подтекающие баки, бензин, который закончился посередине автобана. Ты больше расстраиваешься из-за факта того, что машина не доедет. То есть она там везет супер важные медикаменты. Машины почти пустыми никогда не ездят, там это исключение. А из-за поломки техники они не доедут вовремя. Ну, собственно, и машина не доедет вовремя. И тогда получается вот этот факт намного неприятнее, чем сломанная машина. Очень разные реакции. Зависит от человека, зависит, что они через что они прошли. На освобожденных территориях там всегда это какой-то шок, потому что люди очень-очень-очень-очень хотят восстанавливать свою нормальную жизнь, да, они еще все-таки в шоковом состоянии находятся. Когда у них действительно ничего нет, про них все забыли, никто не знает, как этим пользоваться. Когда мы там Ирпень просил машину, мы им передавали, они стояли, плакали. Сложно объяснить, когда это закончится, потому что ты реально понимаешь, что это блокпост будет. Что это будет каких-то много-много-много лет. И все думали, что это воюет только там армия Путина, по факту.
А потом, спустя какое-то время, ты понял, что воюет вся страна. Вот все 140 миллионов, они все воюют, они все кричат, что нужно убивать, насиловать украинских женщин и детей. К сожалению, каждый раз гуманитарки будет все меньше и меньше. Людям неинтересно, а нам, как волонтерам за границей, нужно быть достаточно креативными для того, чтобы организовывать там сборы тех же сухпайков для армии, детских наборов, просто макарон. С каждым днем будет становиться меньше и меньше. А потом, я надеюсь, война закончится. Тем, что Украина выиграет. Если мы разгружаемся в эти ворота, то, наверное, тебе надо заехать. Сейчас мы спросим. Ника! Ну, то есть, типа, вот это все, что на изюм, мы выгружаем тут. Туда. Валера. Ничего себе, Валера какой. Все Валере. Эти коробки Валере. Юрий Тыра, для друзей Степаныча. Это мой гараж. В мирное время был 9 лет назад, а сейчас это маленький логистический центр. Оно не залеживается, оно приезжает и уезжает. Как это? Не люблю слово волонтер, даже очень не люблю, потому что есть такая специфика. Многие это для себя сделали профессией, там, политическими какой-то это. Вот. Поэтому мы делаем то, что можем. Вот на кухне сели, решили. И ребята сделали уже на сегодня, по-моему, больше 110 скорых помощей. Наш общий список с 2014 года 1000 машин. Ну, помогаем. Госпиталя, госпиталь, пограничный госпиталь, детские больницы, Ахмадет, Боярская клиника, детская. Также у нас Ирпень, понятно, Буча, Ворзель, Бородянка с первых дней. Плюс машины, которые уходят на фронт, они все, ребята, догружаются здесь. А сейчас вот от этого места фронт остановился в феврале месяце, 1,5 километра отсюда, до речки Ирпень, по которой проходила у нас линия фронта. И здесь прям бои шли. Вот здесь прям все, что тут видишь, это прям из боев. Как бы это могло выглядеть легко на себя примерить. Вот, смотри. Смотри, вот, просто смотри. То есть вот можешь себе представить, как высадились в Рижском аэропорту, закрепились в Марупе и с боями пытались прорваться в Залетуду. Значит, в четверг началось все. Вот в понедельник стало понятно, что, ну, все, не произошла такая катастрофа. Для меня это были вот эти 4 дня, когда ты просто не спал, не дышал, просто вот понимал, что вот сейчас на ребре стоит монетка и упадет на одну из сторон. И вот для меня на 4-й день, когда стало понятно, что высадки десанта в Гостомеле не будет, значит, не будет как бы захвата центра Киева, значит, Зеленский не уезжает, и это знаменитое «нам нужны патроны, а не такси». Вот, и так далее, и так далее. То есть стало уже понятно, что монетка, кажется, падает на украинскую сторону. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні!
Хлопці, от що осталось біля мого дому. Я в довгу не остався і не останусь. Оце їхня техніка вся. От, пожалуйста. Сука, прийшли до нас, щоб вам, сука, всім в аду горить. Я своей жизни не пожалею на этих. Это все вот возле моего дома. Я в долгу не остался. Ребята, не остался в долгу. Я вам точное время скажу. Это было 27 січня, лютого по-українськи, 7 годин 40 хвилин. А ця зйомка велась після того, як я їх зупинив, і наші хлопці розбили їх. Це було за 10 хвилин 12. Вот здесь на этом месте стоял прицеп, на который я вскочил. Между деревьями с ПРГ-18 противотанковый гранатомет. Вот. Я их пропустил, из-за чего? Потому что я заметил, что идет бензовоз, это 100%, что он с топливом. Что какую-то я дам помощь нашим ребятам их остановить. Да, немножко это удалось. Вот. И они по мне начали обстрел вести по забору, вот этот 30-й калибр. Вот. Я побежал уже не сюда, а побежал, вернее ползком, с гранатой в руках с той стороны. Вот где сын заделал камни, кирпичи, это все были прострелы. Вот. Прострелы сквозные аж на ту сторону выходили. For me, I want to help as long as I can, I guess, or until I feel like I don't want or need to come back here anymore. I'm definitely looking forward to this being over. Coming back for a party. I'd like for it to be over soon. I don't know. How long is it going to last? Maybe until the Russian people get rid of Vladimir Putin, but I'm not super optimistic that'll happen, unfortunately. The things that the United States did in Afghanistan and Iraq, we tried to do some good there. We didn't do a very good job of it, but we tried to do some good there. Or Russia, I don't know, man, they just fight like cowards and they come in and just kill people relentlessly and rape and torture and murder their way through a country. It's pretty disgusting. Перший раз сюди зайшли росіяни 27 лютого. Оці на стінах сліди, це їхній, так скажемо так, респект Женевській конвенції. Обстріляли храм, цю колону знищили на вулиці Вокзальній. Ці всі відомі фотографії із Бучі, це якраз це було 27 лютого. Ось тут буквально за храмом, 50 метрів звідси, була вимушена братська могила. Проблема була в чому? Що сюди зайшли росіяни, багато людей було розстріляних, на вулицях лежало, багато в автомобілях, хто намагався самостійно виїхати, їх розстрілювали прямо в машині, там неважно, діти, жінки, і цих людей потрібно було хоронити. І росіяни, коли зайшли, вони нищили інфраструктуру. Тобто у нас, крім повітря, нічого не було. Ні світла, ні газу, взагалі нічого. Морг, відповідно, не може працювати. Холодильники не працюють. Кладовище за містом. І тому туди добратися фізично неможливо, щоб похоронити людей. І 10 березня, перший місяць весни, це якби вже тижня-два пройшло фактично окупації, і треба було щось робити з тими людьми, тому що вже собаки бігають по вулицях, і є небезпека, що будуть нищити тіла. І 10 березня була розмова з міським головою, він каже, що треба хоронити людей. Чи ви не проти, щоб ми на території храму тимчасово похоронили?
Ми узгодили місце, де це буде, що це буде за церквою, не збоку. Там, І 10 березня відбулося перше поховання. Тут була братська могила, от про яку ми з вами говорили. Тут було похоронено 116 мирних людей. Тут було 2 траншеї і ще кілька було індивідуальних поховань. От, скажімо, сім'я, де була мама і 2 дітей, вони трошки рядом, ближче до їхнього будинку були похоронені. Ну, вот говорят, что есть суд Божий. Как вы думаете, насколько важно, чтобы суд был человеческий? Обов'язково має бути. Якщо зло не покаране, воно нагліє, воно стає більш цинічним, воно нагло лізе далі. Весь світ промовчав, скажімо, там. Абхазія, Крим відвернулися в сторону. Донбас, ну нічого страшного, давайте Мінськ-1, Мінськ-2, там давайте домовлятися. А зло не покаране. І от воно йде далі. Якщо ми його не зупинимо тут, буде Мінськ-3, условно кажучи, Мінськ-4 там і так далі, задобрити якось і не знайти справедливості, прийдуть до вас, прийдуть там і так далі. І питання номер 2. Родичі цих людей. Їм треба справедливість. Якщо вони не знайдуть цю справедливість в Гаазі, то вони будуть думати про самосуд. А ми, як християни, як європейська держава, ми не можемо собі цього дозволити. Ми маємо відрізнятися від росіян. Ми не збираємося кувалдами по голові когось бити і нищити. Тому суд має бути обов'язково. Не того, що ми кровожадні, а для того, щоб була справедливість і щоб всі бачили, що якщо ти поступаєш неправильно, якщо ти захоплюєш чужі території, якщо ти вбиваєш, рано чи пізно, так як, скажімо, в Нюрнберзі буде процес, і там через десятки років тебе все одно знайдуть, і ти будеш покараний. Тому це потрібно. У нас есть штаб волонтерский. Мы занимаемся гуманитарной помощью и эвакуацией с деоккупированных, оккупированных и зон боевых действий. Мы заезжаем в серую зону между украинскими и русскими позициями и забираем гражданских, которые прячутся в подвалах, убежищах. Вывозим. Где-то на 2-й месяц войны, вот этой всей полномасштабной, я увидел, что ребята основали фонд в Нидерландах, а с Никой мы знакомы вот, уже лет 13, наверное. И она мне предложила первую машину скорой помощи. Это старый Mercedes Sprinter, который стоил, по-моему, 5000 евро. И там, кроме каталки, для лежачих ничего нет. И мы на этой машине вывезли уже, я думаю, около 1000 лежачих и около 3000 людей, в принципе, в общем. То есть можно пересчитать 5000 евро в стоимость одной спасенной жизни. То есть это практически ничего. Вот, а потом мы начали передавать машины в больницы. Потому что автопарк побитый, очень много машин посечено, и вот они нужны. Їх прямо привалило і все. Моментальна смерть. Ну так, а ми тоді вернулися сюди постепенно. А одразу, звісно, було дуже страшно. Ми в підвалі і тут, в садику ховалися сюди. І куди могли. І в себе в підвалі тут сиділи в домі. Ще поки до 1 березня, ще 4 дні там було, чи 5, то у підвалі сидимо днем, на ніч йдемо ночувати. Ще світ був, тепло було все. А потім, як оце одорвало, вже задрижало все, газ відключили, все відключили. Та й страшно ж було. А этого художника-то видели в Бенксе? Да.
Так. Ну, как он выглядит? Ну, Не говорил с вами, не общался? він не общався, тут другими говорив. Ну, спочатку я як побачила картину, думаю, це, мабуть, Україна побіждає Росію, бо Україна маленька, а Росія така. У воскресенье стільки було тут народу, ужас. Плани, що вроді би будуть зносити, оцей дом вже йде під знос, а той теж під знос. Ну, а наш, слава Богу, стався. Я так обрадувалася, як мені, не знаю, де ми там отримали справки, акти розрушення майна. Де ця говорить, каже, ваш дом остається. Боже, з такої радості з усієї не було. Для нас уже все это примелькалось, то есть разбитые дома, разрушенные там дороги, ямы, кратеры, ну даже трупы. То есть типа, в тех зонах, где мы работаем, очень много брошенных русских тел. Они просто валяются и гниют. То есть оно все уже примелькалось, и ты иногда даже не обращаешь внимания, потому что ты слишком часто это все видишь. Буча – это не про большие там, разрушения. В Буче это в первую очередь там, расстрелы, изнасилования, мародерство, то есть более такие личные истории. А Ирпень, а тем более Бородянка, это в первую очередь именно про разрушение. Когда заходили русские оккупанты, там применялась авиация, применялись бомбы, и фактически центральная улица практически снесена с лица земли. Ну, это как Мариуполь и так далее. Для того, чтобы это восстановить, нужны большие ресурсы. Украина сейчас все ресурсы вполне логично отправляет на сферу обороны и социальной защищенности. Восстановить вот эти вот дома, что значит восстановить? В таком виде, как они были, это же наследие еще Советского Союза. Восстанавливать их не имеет смысла совсем никакого. То есть, скорее всего, нужно строить новые районы, новые объекты инфраструктуры, то есть новое пространство. А это сделать можно уже будет совместно за счет денег от репараций. Деньги от замороженных активов, конфискации замороженных активов. А там работы уже всем хватит. We were in the same district that was attacked by a missile, and the missile hit a residential building. We got the alert on our phones that the air raid or that there was going to be a missile strike. Air raid sirens going off. Social media was blowing up, and we're all standing there. We're kind of looking around. We think maybe we hear something, and then we hear the double barrel cannons start firing, and then you hear that weird. There's a weird whirring noise that happens when the NASAMs are firing off. It's just like, wah. You can hear it going. And so the NASAMs were firing, and then you just, all of a sudden it was boom, 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 boom. Just like these loud, just bassy claps that you could feel it a little bit, which was strange. And it happened, I think 4 times. There were four strikes or something. I think most of the missiles were shot down, but a couple of them hit their target. So, yeah, my first missile strike was kind of crazy. Проехали 2500 километров, выгружаем гуманитарку на наш штаб, которую мы загрузили в Амстердаме, в Нидерландах. Это медицина в основном. Там есть вещи теплые и еще частично медицина, которую мы загрузили в Киеве. Я решил остаться, потому что, просто мог остаться и не мог бросить родителей. Моя мама жила в подвале дома нашего панельного, где-то месяца 3 даже не выходила оттуда.
То есть вместе с соседями все прятались. Не мог бросить родителей. Ждал, пока наши отобьют наступление. Харьков находился в полукольце, обстрелы не прекращались на протяжении 4 месяцев. Ну, сейчас тоже они есть, но сейчас просто ракетные, а тогда артиллерия стояла в 2 километрах от окружной. И, то есть я с балкона каждый вечер выходил покурить, у меня далеко видно с балкона, я просто видел вспышки, слышал пулеметные очереди. То есть я недалеко от Северной Салтовки живу, а Северная Салтовка – это один из самых пострадавших районов в Харькове. 5 марта на наш дом сбросили 2 снаряда. Один снаряд попал на крышу дома, пробил технический этаж 9 и 8. Один упал сюда, на площадку. Вот. А 2 снаряда или 2 ракеты полетело на 16-этажный дом, и он сгорел. Когда снаряд сбросили, выбиты были все стекла, все двери, все балконы. Такое впечатление, что, я не знаю, началась не Третья мировая война. Вот у меня в квартире не было ни одного окна, ни одного стекла, ни одной двери. Дверь даже тамбурную, металлическую, ударной волной вышибла. Если бы вот днем вы бы увидели, почему вот эти окна забивают дерево плитой? Потому что их нет, они все выбиты. А мы прятались в подвале, без света, воды, газа, со свечками. Волонтеры привозили нам еду. Отопления нет, разбито все. Школа разбита, садик разбит, лицей разбит, поликлиника разбита. Магазины АТБ, аптеки, весь микрорайон разбит. Этот микрорайон называется Салтовка, Северная Салтовка. 480 тысяч населения. В близлежащих домах человек 200 уже живет. Но если считать, что 250 квартир, один дом, 250 квартир, то сколько это? Это очень мало людей. Потому что нет возможности вернуться. Обещают, что будет отопление, но когда оно будет? Все разбито. Вот вчера же опять был налет у нас. Вы слышали, что опять на всю Украину был налет? Ракета и удар был. И все по инфраструктуре, по ТЭЦам. Вот ТЭЦ, теплоэлектроцентраль, она разбита. Ее ремонтируют, но она разбита. Мы не ожидали, вообще не ожидали. Вот. Это что-то новое, этого не было. Это там, где подорвались рабочие на мине, вот справа, смотрите. Это рабочие подорвались 2 недели назад на мине, здесь устанавливали дорогу. Добрый всему экипажу, расходимся, у нас же там кто-то на Изюм, кто-то на Купенск. Деньги я нашел совершенно чудесным, мне кажется, образом. Во-первых, я просто написал в Фейсбуке людям, которые меня знают, потом это разошлось по людям, которые меня не знают. В итоге почти 150 человек собрали 12 тысяч евро, что совершенно меня поразило. Требовалось в самом минимуме 20 тысяч евро. Алексей свел меня с Иваном Толчинским, это основатель Atlas Dynamics, компании, которая в Латвии производит дронов. И это было удивительно. Буквально меньше минуты занял весь наш разговор. Я позвонил, сказал, мы гоним скорую в Украину. Нам не хватает буквально 9 тысяч до полной суммы. Он сказал, не вопрос. И перевел 9 тысяч. Второй раз нам повезло с компанией Coffee Address. Опять же, поскольку они не попросили совершенно ничего, просто перечислили 6 тысяч евро буквально за несколько минут разговора. В итоге машина целиком собрана, целиком экипирована, забита под самую верхушку оборудованием и гуманитаркой, и медициной. Здесь мы остановились. Это не 2 дома, это 1 дом, который вот так вот располовинило. Вот эти вот остатки такой обычной мирной жизни как-то наиболее ужасно выглядят, мне кажется. Вот этот вот контраст, вот там стоит пианино, вот задняя стена. И просто вот ты прям вот видишь, как кусок жизни просто отрезан.
За моей спиной городская больница Изюма. Так она выглядит. Это ее главный вход. Ну а рядом с главным входом наша машина, наша скорая. Мы ее привезли. Жители Латвии собрали на нее деньги. И скоро мы передадим эту машину врачам этой больницы. Они уже возвращаются. Есть здесь и пациенты. В общем, жизнь в Изюме налаживается. Ну, надеюсь, теперь больных будут привозить еще быстрее. Внутри скорой помощи большой груз гуманитарной помощи. Новая почти. Мы ее без перекупов забрали сразу у больницы амстердамской. Она отходила 7 лет. 2015 года. 240 тысяч километров. Это меньше, чем на моей дома, на которой я на Volkswagen езжу. Держите. Дякуємо вам за допомогу. Тут была ургентная операционная, вы поняли, да? Значит, дальше по коридору было еще 2 операционных. Была травматологическая и операционная для выполнения лапароскопических, эндоскопических операций. На данный момент вот так. Это отделение анестезиологии и реанимации, а здесь это операционная травматологическая была. Мы туда стараемся не идти, потому что там плиты трошки подсажены. То есть если туда зайти, есть опасность, что обвалится. Ну это наш подвал знаменитый как бы. Так, наши медики работают. Первая ургентная операция. Пулевое ранение в живот у нас. Мы, знаете, даже когда начались обстрелы, оно получалось как? Днем было спокойно, а обстрелы вот в начале марта всегда происходили ночью. Поэтому днем не спишь ты по известным причинам, а ночью не спишь, потому что обстрела было. То есть было достаточно тяжело всем. Здесь койки стояли от того конца и туда, в самый край. Туда, в самый край. Мы тогда насчитали где-то, я же говорю, я уже, чтобы я не буду менять эти цифры, 72 мы так где-то представили, 72. Вы же понимаете, что если даже положить 72 человека, это будет намного больше, поэтому на многих кроватях панцирных люди даже просто сидели один с другим, там по 2, по 3 человека. Когда прилетела шахта лифта, лифт был на 4-м этаже, он упал вниз, и, естественно, тут ничего не видно, не слышно было, потому что это пыль была. Потому что лифтовые шахты в подвал также выходят. У меня разрушило когда дом, сейчас поймите, к чему это расскажу. Соседи пришли и говорят, что Юрий Ильич, у тебя там... Я пришел домой и начал смеяться. Все там повыскакивали, у тебя что там, плохо с головой? Я говорю, да не, что плохо? Я радовался? Потому что если бы я в это время не был на работе, неизвестно, что со мной было, понимаете? Вот тебе и лепесток.